Здравствуйте, дорогие родители, дорогие заинтересованные люди, мои коллеги, логопеды, дефектологи, психологи. Темой нашего сегодняшнего разговора будет интересное такое направление, интересный вектор развития фонематического слуха в домашних условиях. Это значит, что мы поговорим о том, как фонематический слух и фонематическое восприятие могут развивать своим детям сами родители. Если мы обратимся к теории и вспомним определение, что такое фонематический слух и фонематическое восприятие, то нужно будет отметить то, что фонематическое восприятие – это, в общем-то, способность ребенка, которая должна у него выработаться, способность воспринимать звуковой состав слова. Это фонематическое восприятие. По поводу фонематического слуха. Фонематический слух – это тоже способность ребенка, но уже к анализу и синтезу звуков человеческой речи. Нужно вспомнить имя такого замечательного ученого, как Даниил Эльконин, который разработал в свое время фонетическую теорию обучения чтению и письму детей, в общем-то, которые идут в школу. Дело в том, что если у ребенка не развит фонематический слух и фонематическое восприятие, то ему сложно будет анализировать информацию, воспринимать информацию, и ему сложно будет учиться. Надо отметить то, что письмо и чтение, они, в общем-то, даются только тем детям, то есть научаются им только те дети, которые могут обрабатывать определенные фонемы. Ну а это не так-то просто. Поэтому правильное развитие фонематического восприятия, фонематического слуха лежит в основе усвоения навыков чтения и письма. Восприятие и воспроизведение звуков – это два взаимосвязанных, взаимообуславливающих друг друга процессов. И чтобы правильно произносить звуки, для этого необходимо уметь их четко различать. И развитие фонематического слуха, фонематического восприятия, оно становится, или лучше сказать, является как бы основой развития речи ребенка. И, в общем-то, родители современные, они молодцы, они покупают игрушки, покупают пособия, книги для того, чтобы развивался фонематический слух и фонематическое восприятие их детей. Но это все как бы куплено, и оно на определенном отрезке времени нужно, необходимо. Есть инструкции для того, чтобы всем этим пользоваться. Но сегодня мы поговорим о том, что можно использовать многопланово из того, что родители могут найти у себя дома для того, чтобы развить фонематический слух и восприятие именно дошкольников, не школьников. Про школьников мы сегодня, простите, не говорим. Это отдельная тема разговора. Надо отметить то, что существуют игры, существуют упражнения для того, чтобы развивать фонематический слух и фонематическое восприятие у детей. Что нужно для начала? Для начала надо научить детей воспринимать неречевые звуки. Неречевых звуков очень много. То есть это, например, звуки транспорта. То есть это вот, например, звук транспорта. Дальше, например, это тоже, например, звук транспорта. То есть это не речевой звук. Его не воспроизвести и воспроизводить не надо. То есть его надо научить воспринимать. Далее, например, треск. Это тоже не речевой звук. Это домашние звуки, то есть обычные звуки, уличные звуки, которые ребенок может услышать.